Здравствуйте, добро пожаловать на канал. Сегодня мы собираемся исследовать деликатную тему, которую часто избегают в открытых разговорах. Возможно, вы не знаете, но я здесь, чтобы поделиться эффективными решениями и советами по борьбе с преждевременной эякуляцией. Так что будьте готовы к преобразующему путешествию к сексуальному и эмоциональному благополучию. Вы когда-нибудь чувствовали напряжение в интимные моменты, желая продлить этот опыт и доставить еще больше удовольствия? Если да, знайте, что вы не одиноки. Проблема быстрой эякуляции распространена и может вызывать беспокойство. Однако сегодня мы исследуем сложную картину мужской сексуальности и обсудим эффективные стратегии, позволяющие превратить ваш интимный опыт во что-то по-настоящему приносящее удовлетворение. Если вы здесь новичок или вам интересна подобная тема, прошу вас подписаться на канал. Мы всегда даем важные советы по личному развитию и методам глубокого дыхания, показывая, как эта практика может стать мощным инструментом контроля тревоги во время полового акта. Погружение в этот дыхательный ритуал, в котором вдохи и выдохи встречаются в медленном и глубоко интроспективном ритме, польза выходит за рамки контроля эякуляции. Эта созерцательная и успокаивающая практика создает внутреннее пространство, способствующее синхронизации ума и тела, способствующее меньшему волнению и, следовательно, более интенсивному и осознанному опыту. Контролируемая мастурбация также является важной частью этого пути. Тщательное понимание собственного тела имеет основополагающее значение для полной сексуальности. Практикуя мастурбацию с акцентом на контроль и намеренно продлевая период до кульминации удовольствия, можно преодолеть простое физическое удовлетворение. Этот процесс не только расширяет знакомство с анатомическими тонкостями, но и развивает неоценимое мастерство в сексуальных реакциях. Этот самоконтроль не ограничивается индивидуальным уровнем, оно распространяется и на общую сферу близости, становясь обогащающим источником, укрепляющим не только взаимопонимание, но и гармонию и более глубокую связь между партнерами. Упражнение Кегеля – это больше, чем просто физическая нагрузка, это углубленное исследование в поисках совершенствования контроля над эякуляцией. Посвящая время и усилия этим упражнениям, вы не только укрепите мышцы тазового дна, но и запустите каскад преобразующих преимуществ. Принятие методов «стоп» и «старт» выходит за рамки простой стратегии, это нежный танец в условиях длительной сексуальной активности. Мгновенная остановка движений, особенно по мере приближения эякуляции, не только продлевает удовольствие, но и углубляет осознание тела. Эти усовершенствованные практики не только способствуют экспоненциальной способности управлять сексуальной реакцией, но также создают интимную гармонию между телом и разумом, создавая более глубокую и приносящую удовлетворение связь во время акта любви. Теперь мы подошли к лучшей части контента, где я раскрою важные советы и информацию о том, как контролировать эякуляцию и продлить удовольствие в постели, еще больше удовлетворяя вашего партнера. Навигация по разнообразию сексуальных поз выходит за рамки простых физических экспериментов, это продуманная стратегия формирования стимуляции и чувствительности полового члена, обеспечивающая точный контроль в момент эякуляции. Погружаясь в богатство различных поз, вы не только расширяете контроль над нюансами удовольствия, но и развиваете большую настройку на сенсорные нюансы, поднимая переживания на неизведанные уровни. Это исследование не только раскрывает функциональность, но и придает новую жизненную силу сексуальному путешествию, привнося новизну и волнение, которые резонируют в интимной симфонии заботы и уникальной связи. Практика осознанности, включенная в сексуальный акт, выходит за рамки чисто умственного, представляя собой глубокое погружение и полную отдачу настоящему моменту, лишенную отвлекающих факторов. Такой подход не только снижает тревогу, но и усиливает эмоциональный контроль, значительно способствуя более продолжительному и приносящему удовлетворение сексуальному опыту. Полностью сосредоточившись на настоящем моменте, вы не только усиливаете физическую связь, но и вызываете более глубокий эмоциональный резонанс, превращая акт любви в интимный танец, где полное внимание становится компасом постоянного, обогащающего удовольствия.
Размышления о выборе более толстых презервативов представляют собой целенаправленную стратегию регулирования чувствительности полового члена, способствующую более продолжительному и контролируемому продлению полового акта. Включение этой меры не только вводит практический уровень в поиск эффективных способов управления и продления эякуляции, но также настраивает на тщательную и активную направленность на формирование интимного опыта. Этот урок далеко не просто функциональный, превращается в сознательное проявление контроля, добавляя существенные нюансы на пути к более полной и приносящей удовлетворение сексуальности. Открытый и приятный разговор с партнером способствует открытому общению о вашем желании улучшить контроль эякуляции. Это выходит за рамки простого вербального взаимодействия и создает прочную основу для укрепления общей близости посредством душевных разговоров. Оно не только служит жизненно важным каналом эмоциональной поддержки, но также создает динамическое пространство для взаимного сотрудничества в стремлении улучшить интимный опыт. Более того, регулярная физическая активность оказывается действительно важным инструментом для смягчения не только стресса и тревоги, но и психофизиологических факторов, связанных с преждевременной эякуляцией. Последовательное включение физической активности в вашу повседневную жизнь – это не просто стремление к идеальной эстетике, это комплексный подход с целью улучшения сексуальной активности. Эта активная деятельность не только питает тело, но и устанавливает мощную связь между физическим благополучием и эмоциональным балансом, положительно отражаясь на интимном опыте. Если преждевременная эякуляция остается серьезной проблемой, важным шагом является обращение к медицинскому работнику, например, урологу или сексопатологу. Это не ограничивается клиническим разрешением, но расширяется до глубокого понимания индивидуальных сложностей случая, продвигая путь заботы о себе и благополучия. Посредством всесторонней консультации открывается не только портал для сознательного, персонализированного исследования, ориентированного на решение, где физическое и эмоциональное здоровье переплетаются в процессе самопознания и трансформации, но и закладывается основа для более длительного и удовлетворительного состояния. Если вам понравился сегодняшний контент, не забудьте включить уведомления, чтобы не пропустить наши обновленные видео. Также поставьте лайк и подпишитесь на канал. Спасибо, что пришли сюда, и увидимся в следующий раз.